Застопорились. Изначально у нас в планах был один проект. Все китайское. Какой-нибудь Bosch или Makita. Очень грустно как-то. Но вот, говорят, никогда не говори никогда. Приятно, красиво. Ну, будет со временем. Было время, когда у Артема был магазин кухонь. Пластика с гнутыми фасадами, красные, зеленые, синие, фасадами из натурального дерева, мраморными настоящими столешницами. Купили мы, значит, кухня, где мы хотим ящик, где мы хотим дверку. Не так, чтобы мы прям нашли. Сейчас, мне кажется, у нас уже план созрел. Ты мне ящик делаешь такой большой, такой, чтобы выдвигался, а там вот я все видела, такой сделаешь? Да, полная выдвижность с приборами обязательно. Спасибо. Так, ну что, сегодня снимем ролик со стройки. Давно мы здесь не снимали на новом доме. Хотя у нас тут есть уже кое-какие изменения. В зале у нас уже практически все обшито гипсокартоном. И мы постепенно приближаемся к кухне. И вот на ней мы немного застопорились. Изначально у нас в планах был один проект. Сейчас мы уже хотим сделать немного по-другому. А чтобы продолжить зашивать ее гипсокартоном, нужно примерно знать, где у нас будут рабочие поверхности, где разместить наши розетки, куда провести воду для посудомойки. Поэтому мы даже купили уже несколько кухонных столов, начали их тут расставлять, переставлять с места на место, чтобы определиться, где и что у нас будет. Сейчас вроде бы как уже стало нам это понятно, и будем продолжать закручивать все гипсокартоном. Так, начнем с того, что нам нужно поехать и купить рейки. Потому что нужно доделать потолок в коридоре, и здесь кое-что нужно подшить на кухне нам. И для этого помимо профилей еще будут нужны рейки, а у меня совсем уже плохой диск на пиле. Так, старый диск берем. Вообще китайцы, конечно, молодцы сейчас. Что не покупаешь, все китайское. Инструменты практически все китайские. Вот диск, кстати, вот этот Saxton, неплохие диски, я их уже покупал. И стоит он намного дешевле, чем какой-нибудь Bosch или Makita. Пока Артем там старается заменить диск, очень грустно как-то и неинтересно, мне кажется. Я немного расскажу, что у нас произошло. Ну, не так, что прям что-то колоссальное, но мы доделали зал. И гипсокартоном все обкрутили. Единственное, что мне осталось сделать, ну, из основного, да, это мне нужно замазать вот эти швы, которые, где произошла стыковка гипсокартонов. Вот, мне нужно их замазать вот этой вот штукой, которую мы приклеиваем гипсокартон к стенам. Говорят, есть у нас Леша из Канады, наш друг, он говорит, что если вот этой грубой шпатлевкой замазать эти швы, то они не будут трескаться. Ну, а потом бумагой заклеить и еще раз шпатлевкой замазать, то они не будут трескаться. Вот, Лешенька, проверим твой совет. Что мы еще интересного купили? Так как приближаемся к кухне, здесь у нас уже помимо электричества появляется и вода. И я купил уже коллекторы для холодной и горячей воды. Вот такие вот штучки. Потихоньку надо все покупать уже и для воды, чтобы и воду одновременно со стенами тоже все сделать. И купил подрозетники. У нас, кстати, начались акции, я их давно, вот эти тройные, хотел купить, но что-то 12 евро за штуку мне так не хотелось отдавать. А сейчас у нас начались акции, и я купил по 5 евро. Вот такие вот. И сейчас мы их тут в стенке куда-то да и вставим. А еще купил, как это называется, пресс для обжима, щипцы, не знаю. Очень тяжелую ерунду ты купил. Короче, вот такую здоровую, тяжеленную штуку для того, чтобы опрессовывать наши трубы, когда мы их будем вставлять в коллектор, ну и вообще, в принципе, везде. Я помню, когда-то давно, наверное, лет, может, не знаю, 15 назад, когда я спаял первый стык полипропиленовых труб, я сказал, что к металлопластиковым больше никогда не вернусь. Но вот, говорят, никогда не говори никогда. Снова металлопластик. Вот, но будем их не закручивать, будем их опрессовывать вот таким вот способом. Здесь можно задать вопрос, зачем мы вообще купили всю эту кухню сейчас. В принципе, Артем уже на него ответил, но я еще раз повторюсь. Нам было важно знать, где у нас будет что находиться, потому что изначально проект кухни был, как Артем сказал, совершенно другой. Я очень сильно хотела, чтобы мойка была прямо вот под окном. Мне казалось, что это прям, ну, вообще классно, да, ты стоишь, моешь посуду там или что-то делаешь, можно взглянуть на улицу, светло, приятно, красиво, ну, будет со временем, вот. А оказалось... Артем, принеси рулетку, покажем, что оказалось. На этапе проектирования как-то почему-то так не оказалось, а вот сейчас оказалось.
получилось так, что окошко у нас как-то низковато. Мы как-то вот все вроде учитывали, все высоты, все. У нас получается до окна 85. Но это как бы вроде как и в Лазии, да, обычно, как вот я помню, раньше был стандарт, что шкафы были 72 сантиметра, ножки были 10 сантиметров, это 82. И 4 сантиметра столешницы, это где-то 86. У нас 85, ну то есть столешница должна прийти прям в аккурат к окну. Но вот мне кажется, мойка, если она будет, ну как бы обычная мойка, да, она уже, наверное, не будет давать. То есть окно не сможет открыться полностью. Да. Ну и я, если честно, вообще не сильно любитель моек под окном, потому что, как обычно, есть кран, который мешает окну. То есть, чтобы окно как бы открывалось, нам нужно мойку чуть-чуть сместить, как бы не по центру ее сделать, чтобы как бы окно не задевало кран. Вот, поэтому и в этом варианте, когда мы хотели сделать мойку под окном, у нас здесь был проход в зал. И да, и мне казалось, что это вообще прям, ну вообще топчик. Классно будет. Там ты тут приготовил, туда мы поставим обеденный стол, ты приготовил, спокойно туда отнес тарелки. Вот. Но не получилось. А вообще, когда мы еще самый первый раз рисовали дом, то мы здесь рисовали барную стойку. Я что-то как-то про это уже забыл. Сейчас вот вспомнил, и решили мы, что все-таки мы, наверное, ее сделаем. То есть будем мы подавать еду через барную стойку в зал. Ну, может, когда-то кто-то будет просто есть за барной стойкой, но так, наверное, будет чуть-чуть интереснее. А вот что надо будет еще купить в магазине, надо купить коробку для вот этого провода, чтобы подключать печку. Там должна стоять коробка, в которой будет приходить вот этот вот трехжильный провод 6 квадратных миллиметров. Вот. А этой коробки у меня нету, поэтому нужно, чтобы эту стенку начать делать, еще нужно купить коробку под печку. В общем, вот здесь вот будет барная стойка. Сейчас представляем красивую барную стойку. Она вот здесь вот будет. Сверху Артем сделает какие-то красивые модные светильники. Артем нарисовал 2 проекта. Артем вообще очень здорово делает кухни, потому что было время, когда у Артема был магазин кухонь, и он их просто сотни собрал. И рисовать умеет, и, в принципе, фантазия хорошая. В общем, когда он детям показал 2 варианта с барной стойкой и без барной стойки, дети почему-то проголосовали за барную стойку, потому что они считают, что это, ну, прям вообще нифига себе, как классно барная стойка у них будет. В общем, вот так вот будет. Но вообще вот этот большой опыт сборки мебели и кухни, мне кажется, он сказался как-то негативно, потому что у меня такое впечатление, что все, что я хотел от кухонь, вот я их уже все собрал. И кухни из пластика с гнутыми фасадами, красные, зеленые, синие, кухни с фасадами из натурального дерева, кухни полностью деревянные. И даже я помню, кому-то мы собирали кухню с мраморными настоящими столешницами, с какими-то итальянскими фасадами очень дорогими. То есть, как, мне кажется, я уже все кухни, которые только могут быть, я их уже все видел, поэтому у меня какой-то пропал интерес. И я сейчас, когда делаю кухню, мне хочется ее сделать как-то как можно проще и какую-то более, что ли, одинаковую, так сказать. Вот мне нравится, когда, как вот я здесь сейчас купил столы, когда они все 60. То есть у меня уже нету такого, как раньше, что хотелось использовать все возможные фасады. То есть я как вспоминаю кухню, когда мы делали, у нас там и фасады 40, и фасады 30, и бутылочницы 15, и какие-то там пилястры там 5-сантиметровые мы вставляли. И там всякие разные вот эти вот угловые шкафы, там выкатные, раздвижные. Вот. И вроде как тогда это все было супер интересно, потому что лично мне всегда было интересно вот эти все механизмы новые, современные, там Хетих, Блум, все это использовать, все это собиралось классно, все это классно выдвигалось. Но сейчас хочется сделать что-то такое более простое, но чтобы оно было такое все симметричное. Вообще изначально я Маше предложил, говорю, давай всю эту стену заделаем колоннами. То есть поставим, допустим, там 4 колонны, в них там сделаем печку, сделаем микроволновку, там, может быть, встраиваемую кофеварку, чтобы эта стенка вся была как бы в шкафах, а с этой стороны там сделаем остров, какую-то вытяжку, которая висит по центру стола. То есть хотелось сделать что-то такое прям супер современное, не знаю. Вот. Но что-то мы сейчас подумали, что все-таки это кухня, и хочется, чтобы у нас было побольше Рабочей поверхности, да, которой все время не хватает. Поэтому здесь у нас будет максимально где-то, ну сколько у нас может получиться, здесь у нас будет 2-метровая столешница. С этой стороны, ну здесь будет мойка, печка, здесь будет совсем небольшой кусок. Ну и какая-то будет зона для готовки возле окна. И мне кажется, это будет удобно, то что свет падает прям на столешницу, все будет классно видно. Купили мы, значит, кухня, вот такие вот столы. Мы пока не кухню, просто столы купили, да, корпуса. Что тут интересно? То, что корпуса, они у нас все имеют разную высоту. Ну, если мы будем брать, к примеру,
высоту вот самих тумб, то во всех магазинах, допустим, Брикорама, Брикодепо, Леруа Мерлен, Икея, у них у всех разная высота вот этих тумб. Мне кажется, это сделано специально для того, чтобы фасады от одних столов не подходили для фасадов с других кухонь. А почему выбрали магазин Антрепот? Потому что он у нас как бы находится ближе всех. Мы поехали, я по интернету накидал столы, которые мне нужны, и мы поехали, их купили. Я, если честно, их даже до этого не рассматривал. Но, в принципе, есть к чему, наверное, придраться. Все столы собираются на евровинты, а это, мне кажется, не самое как бы такое надежное соединение. Раньше, когда мы продавали кухню, это был самый дешевый вариант. Обычно хорошие кухни собираются на эксцентрике. Вот. Но что понравилось, то что, в принципе, неплохая кромка у ДСП. Это, конечно, я не знаю, сколько толщина, ну, наверное, миллиметр. Но хорошо, что кромка пластиковая, не меламиновая, вот эта вот тоненькая 0,4 миллиметра, которая потом у нас легко отдирается. Поэтому кромка, в принципе, неплохая. Удобно сделано в столах, что хорошие ножки, в принципе, 150 высотой, но нам, учитывая то, что столешницу нужно опустить ниже окна, придется их все равно подпилить до 10 сантиметров. И удобно то, что как бы тумбы, они все одинаковые, и у них есть разметка для всего. То есть, если мы в будущем хотим делать одни выдвижные ящики, то разметка для тандем-боксов, она уже как бы есть. Если мы, допустим, хотим где-то вешать дверку, то так же самое разметка для петель тоже уже есть. На колонне тоже колонна, она как бы одна, но мы тоже можем выбирать, то есть там, допустим, если мы хотим просто духовку вставить или просто микроволновку, либо если мы хотим и духовку, и микроволновку, то есть как бы удобно то, что как бы стенки, они все одинаковые, ну и как бы разметка, вся нанесена, присадка. Ну и так как мы еще окончательно не определились, где мы хотим ящик, где мы хотим дверку и так далее, поэтому как бы здесь классно, что можно все столы купить, а фасады, ящики потом уже выбирать в более, так скажем, финальной стадии проекта. Ну и в принципе ты не ошибешься, потому что вся присадка, она уже как бы на стенках шкафов есть. А что касается цен, то столы, они в принципе во всех магазинах, вот, которые я перечислил, Leroy Merlin, Ikea, они в принципе везде стоят одинаково. То есть вот такой стол на 60, ну просто вот один стол, он где-то стоит в районе там типа 40-50 евро. Основную цену на кухню, конечно, делают ее механизмы. Чем у нас круче будет механизм, тем дороже будет кухня. Ну и, конечно, сами фасады. Самые дорогие, это, как обычно, натуральное дерево, ну и там дальше. Над фасадами мы пока еще думаем, но, скорее всего, мы выберем, наверное, какие-то светлые фасады, то ли белые, то ли бежевые. Будем смотреть. Но тут важно учитывать то, что если вы купили столы, к примеру, в каком-то вот из таких магазинов, как Икея там, или Брикодепо, то фасады потом нужно смотреть там же. Но, в принципе, в Антрепоте очень много фасадов, разные цвета. А что касается этой стенки, то здесь у нас гвоздем программы будет наш холодильник. Вот он будет стоять примерно где-то, наверное, до этих пор. Здесь вот мы думали сначала сделать тоже какую-то колонну. Но когда вот этот вот двухдверный холодильник, да, который вот эти вот распахиваются двери, мне кажется, не совсем удобно, когда рядом с ним стоит какая-то вот мебель или колонна, потому что вот эта дверь, которая открывается, она как бы мешает вот этой колонне. И так же самое, если здесь будет полноценная столешница 60 сантиметров, то тоже вот эта дверь, которая будет открываться, она может биться об угол этой столешницы, что тоже не очень. Поэтому мы думаем, что мы вот эти столы, вот, мы их чуть-чуть сдвинем в проем, вот этот стол мы подрежем, чтобы он был 40, ну и столешницу здесь тоже вот так вот вырежем. И получится, что у нас холодильник будет стоять как бы чуть выдвинут, ну и как бы двери будут нормально открываться. С этой стороны, я думаю, все будет просто. Здесь у нас по центру будет печка, здесь будет вытяжка, здесь у нас будет духовка со встраиваемой микроволновкой. Ну а здесь у нас будет с краю мойку. Мойку я, кстати, заказал на каком-то сайте в Чехии. Мойка будет бланка черного цвета. Она к нам едет уже, наверное, дней 10. Где-то она там затормозилась в Германии. Если она доедет, то мы потом где-нибудь сделаем ссылку на этот магазин, потому что там интересные цены на сантехнику, на туалеты, на ванны, в принципе, на все. Ну и из того, что мы еще не выбрали, это мы еще не выбрали столешницы. Учитывая то, что у нас здесь будет столешница как бы нормально, все, вот с той стороны, там, где у нас будет столешница с барной стойкой, либо нужно заказывать столешницу специально, чтобы ее закромковали, вот и вырезали, как нам все надо.
либо ее можно сделать из натурального дерева. Допустим, есть столешницы из гетра, есть столешницы из дуба. И вот тут мы задумались, какие нам хочется столешницы. Просто хочется, чтобы это было не сильно дорого. То есть как бы искусственный камень и всякие столешницы под заказ у нас отпадают, потому что это будет дорого. Вот. Вырезать самим и кромковать самим не сильно хочется, потому что редко это получается красиво. А вот в принципе, если сделать столешницу из натурального дерева, как бы все повырезать, кромковать ничего не надо, но как бы натуральное дерево это натуральное дерево. Там чуть-чуть есть некий геморрой с тем, как его отделать, покрасить, чтобы оно потом как бы не испортилось со временем. Но опять же есть и плюсы. К примеру, если вы какую-то столешницу из искусственного камня там цокнули, к примеру, вспоминаю, был у нас случай, мы когда-то в санатории Южное он называется или как? Как он Южное называется? взморье. Южное взморье. В Адлере есть такой крутой санаторий, прямо на берегу моря. Мы там делали дорогую барную стойку в ресторане. Вот, и там она вся была там какая-то такая вся гнутая, извилистая. То есть и вот эти вот столешницы, они тоже имели такие вот какие-то волнообразные формы. И одну из этих столешниц мы уронили, хоть и говорят, что она каменная, но она, на самом деле же это все пластик. Вот мы ее уронили и полностью ей сбили, короче, угол. Вот. А что-то эта барная стойка там стоила, ну даже по тем временам, там что-то, ну, большие деньги. В итоге мы очень долго думали, что с этим углом делать. Сейчас уже не помню, по-моему, мы зашпатлевали это все дело автомобильной шпатлевкой. Вы ее вынесли с Южного взморья с Мишей тогда? Да. Сначала нам была большая проблема, то, что мы ее должны оттуда унести. Вот, и там за нами вроде как смотрел кто-то, но мы ее нормально вынесли, она была большая. Я даже не помню, нам тогда лет-то было, лет по 20, наверное. Вот. И мы ее долго потом с ней думали, что с ней делать. Но пришла нам идея использовать автомобильную шпатлевку. Как бы мы ее зашпатлевали, заполировали тем цветом, который надо. В общем, принесли обратно, собрали. Никто как бы не увидел, не узнал. Нас, короче, пронесло. Поэтому я к вот этим вот столешницам из искусственного камня всегда отношусь как бы так себе, потому что на нее можно что-то уронить, можно ее сколоть. Ну и плюс она стоит тоже немалых денег. Так, а вот что касается деревянной столешницы, да, то здесь у нас, если она где-то у нас там цокнулась, испачкалась, там со временем просто там потеряла вид, да, то мы всегда можем взять, допустим, шлифмашинку, зашкурить ее, заново покрасить в любой там цвет, скрыть лаком. То есть, мне кажется, учитывая то, что сейчас продаются очень крутые масла для обработки именно вот столешниц, кухонных, там, то есть, как бы, мне кажется, что деревянная столешница, в принципе, это неплохой вариант, тем более, что столешница из дуба, по-моему, она стоит примерно столько же, сколько и из вот этого ДСП. Единственное, там у нас есть ограничения по длине, то есть, если такие столешницы бывают и 3, и 4-метровые, вот, то деревянные, они, по-моему, там что-то у них есть какой-то лимит 2,40, что ли. Но учитывая то, что у нас где-то 2,100, 2,40, я думаю, нам как раз этого должно хватить. Но мы еще поездим, посмотрим. Вообще кухня это такое дело, мне кажется, сюда можно влить просто неограниченный бюджет. Потому что если мы, к примеру, заедем в какие-то магазины, именно где делают кухни на заказ, вот там кухня такая вот средняя, вот такую, как мы сейчас будем собирать, она там будет стоить в районе 15 тысяч евро. Поэтому мы, конечно, такими финансами не располагаем. Мы хотим сделать, чтобы кухня была в бюджете, я не знаю, ну, до 2000 евро, да, это учитывая всю технику, мебель. Но хочется при этом, чтобы она более-менее симпатично смотрелась, поэтому мы будем что-то выдумывать. В общем, будем стараться сделать, как обычно, из самого дешевого какую-то конфету. А сейчас, мне кажется, это, в принципе, не сильно сложно, потому что китайцы молодцы, они уже наделали очень кучу механизмов. Сейчас подумают, что китайцы нам заплатили за то, что они все время Не, ну молодцы. так и есть. Если когда-то, я помню, там в 2000-х, да, к примеру, мы собирали кухни, то вариантов не было. Если ты хочешь, чтобы у тебя был классный, полно выдвигающийся ящик, то это обязательно должен был быть Bloom. Вот. Потом появилась, ну, может быть, она не потом появилась, у нас впоследствии появилась еще фирма Хетих, которая тоже делала очень крутые механизмы, особенно для шкафов. Вообще, в принципе, мне кажется, фурнитура Хетих прям вообще топовая. То сейчас китайцы идут прям в ногу со временем, и у них тоже есть очень классные механизмы, которые стоят буквально там в 2-3 раза дешевле, которые мы можем заказать где-нибудь на Алиэкспрессе. И, в принципе, не обязательно покупать их в том же магазине, где мы заказываем кухню. И вот здесь тоже плюс вот этого магазина Антрепот, где покупали мы.
это в том, что он продает все отдельно. То есть корпуса отдельно, ящики отдельно, фасады отдельно. К примеру, по-моему, в Brico Dépôt, если покупаешь, то там продают тумбами. То есть как бы тумба в сборе. Ты не можешь как бы отдельно ее наполнить. А здесь, грубо говоря, мы купили корпуса. Механизмы мы, наверное, закажем где-то в каком-то другом месте. Но фасады, конечно, придется, наверное, заказывать тоже в этом магазине. Вообще, если бы рядом у нас где-то был бы распиловочный цех, где могли бы распилить и закромковать детали, то я вообще, наверное, заказал бы чисто доски. Вот, потому что я больше люблю, когда ты можешь прям в размер, сантиметр в сантиметр, всю вот эту стенку набрать, чтобы нигде не оставалось никаких вот этих вот свободных зон. Вот, и в принципе раньше я так и делал, всегда заказывал, всегда мебель чисто делал распил. Вот, то сейчас, конечно, у нас тут я поблизости посмотрел, ничего такого нету, а вот по интернету я чуть-чуть полазил, и как-то мне показалось дорого. Может, если кто-то подобное делал, по-моему, в комментариях кто-то писал, что заказывал где-то распил, можете написать, сколько это стоит, потому что то, что нашел я, мне показалось, что это как бы дороговато и дешевле купить столы в сборе, тем более, когда у нас тут уже помимо досок есть все-таки и задние стенки, и ножки, и крепеж. Вот, поэтому варианта с распилом поблизости, по крайней мере, я не нашел. Но это, наверное, и все, что касается пока кухни, наших планов на эту комнату. Вообще, это, конечно, удобно, когда ты все делаешь сам, когда ты делаешь сам и стены, и кухню. Мы, в принципе, и расставили как бы сейчас столы, чтобы уже немного подумать о коммуникациях, чтобы точно уже развести все, как нам потом будет нужно. Ну и по идее сейчас, когда мы уже видим примерно, как оно все будет, можно начинать зашивать уже стены, выводить наши трубы, где нам надо, делать электричество, подсветки, дырку для вытяжки. Не захотел я тянуть трубу на крышу, потому что не нравится мне, когда едешь мимо домов, и вот эти вот, часто есть такое, что вот вытяжка кухонная выходит на крышу, там вот этот вот стоит небольшой зонтик на черепице, и вокруг этого зонтика в радиусе метр, наверное, все в жиру, потом это села пыль, ну, короче, такие черные некрасивые пятна вокруг вот этих вот вытяжек. Не сильно мне это нравится, поэтому я думаю, мы ее выведем просто сразу на улицу. Там, конечно, может быть, тоже будет какая-то грязь потом, но тут хоть можно помыть. А там, когда оно на крыше, это прям вообще не камильфо, как мне кажется. А еще вспомнил, почему я хотел сначала примерить кухню, а потом зашивать вот эту стенку, потому что, когда мы будем вешать полки, мы же помним, что к этому кирпичу не сильно хорошо что-то крепится. То есть, ну, конечно, мы дюпеля вставляем, они вроде бы как держатся, но как-то, мне кажется, это не сильно надежно, особенно для кухонных шкафов. Поэтому я хочу сделать какие-то закладные для того, чтобы ну, было к чему прикрутиться. А тут нам важно иметь и саму полку, потому что вот эти вот крепления, которые используются для фиксации полки, они тоже разные. То есть они бывают, имеют разную высоту. Плюс нам нужно знать высоту колонны, высоту ножек. Ну, то есть для того, чтобы повесить полки, сейчас сделать закладные, как бы желательно эту кухню было видеть, все это дело померить, чтобы не ошибиться, чтобы потом у нас было куда прикручиваться. Я, кстати, хотел и в зале тоже сделать закладные, для того, чтобы вешать телевизор, но потом я подумал, что если мы сделаем какую-то небольшую тумбу, она, наверное, все равно будет, и если купить какой-то большой телевизор, к примеру, с диагональю там 75-85, то он и так уже будет по высоте, наверное, такой большой, что, в принципе, вешать к стенке его уже как бы и не обязательно. Плюс где-то в магазине я брал крепление для телевизора, смотрел в описании, что его можно прикручивать к гипсокартону, используя специальные вот эти вот дюпеля, которые расплющиваются, да, сзади. Вот, что в принципе как бы 13-й гипсокартон, он тяжелый телевизор большой должен выдержать. Но я думаю, мы не будем это пробовать. А что касается мебели в зал, то я думаю, мы сделаем, наверное, распил. Купим просто мебельные щиты, ну, какой массив, не знаю, сосны или гетра. Вот, напилим, наверное, мы доски, то есть сделаем какую-то вот эту вот мебель для зала, мы сделаем ее, наверное, сами. Вот, еще в планах у нас есть аквариум, который мы, наверное, разместим либо здесь, либо в том углу. Вот, и, кстати, аквариум мы тоже уже начали искать. Ну, ищем мы, естественно, где? На Le Bon Coin, как всегда. Вот, потому что аквариум на самом деле это такая штука, которая в магазине стоит очень дорого, а как только вы его с магазина выносите, и вот цена сразу существенно падает. Это не только аквариум, машины тоже. Вот, не, ну плюс аквариум это еще такое дело, что люди покупают, они им пользуются какое-то время, потом начинает надоедать.
вот, его чистить, за ним следить, как бы, и они хотят от него избавиться. А он, как обычно, если он большой, он очень тяжелый, громоздкий, но не так, чтобы мы прям нашли. То есть мы как бы уже ищем, там, наверное, с месяц, мы хотели Павлику сначала на день рождения подарить, и мы периодически просматриваем объявления, хочется купить какой-нибудь здоровый аквариум литров на 300, но чтобы его цена была в районе 100 евро, чтобы он был с тумбой, как бы совсем. Самое интересное, что объявления попадаются, но очень быстро их покупают. То есть было буквально 3 или 4 объявления в радиусе 100 километров, мы написали, и каждый раз мы, короче, опаздывали, его уже до нас кто-то купил. Так, ну, Артем, наверное, хватит, да? Ты уже все рассказал, выговорился, выложил все, что у тебя наболело. Все, о чем я думал все эти 10 дней. Да, нужно за пацанами в школу скоро идти, мы с тобой еще в магазин собирались. Да, это вот мы вот, кстати, дней 10, наверное, да, не снимаем, и, в принципе, после Нового года мы здесь, кроме как вот мы столы собрали, мы на стройке ничего не делали. Я затерла швы, закончила затирать швы в зале. Вот, а я, в принципе, все вот эти 8 дней, я только и думаю о кухне, о трубах, о проводах, куда что вести, куда что делать. Сейчас, мне кажется, у нас уже план созрел, поэтому скоро появится видео, как мы будем делать кухню. Сначала закрутим гипсокартон, выведем все коммуникации. Вот. Но я думаю, что, конечно, собирать кухню полностью мы сейчас не будем. Ну и фасады вешать. Ну и да, вот потому это что всё. еще нам предстоит много грязной работы, как бы ничего страшного. Не, то, ну, что, нет смысла, зачем? да, столы стоят, как бы, и ладно. Ты мне ящичек делаешь такой большой, такой, чтобы выдвигался, а там вот я все видела, такой сделаешь? Да, полновыдвижной, Ну, с точно. приборами Молодец. обязательно. Спасибо. Все, Артем, тик-так, пошли. Все, идем. Всем пока и до новых встреч.